Всем привет! Мы продолжаем серию видео про европейские и псевдоевропейские масла. Сегодня у нас на очереди бренд Motul. Кто делает, где делают, история. Меня зовут Антон Воронков, и вы на канале MyGT.ru. В этой серии я буду очень долго и подробно рассказывать про историю бренда Motul. Причем эта история будет в некоторых местах радикально отличаться от той истории, которая рассказывается на официальном сайте Motul, в разных странах в Википедии и в свободных источниках, которые вы можете прочитать и сами. Поэтому, если кому-то это не интересно, могут смело закрывать видео и ждать вторую серию. Во второй серии мы перейдем к конкретике, кто делает, где делают, на каких заводах, про подделку, про отношения японцев к Motul, про Motul в разных странах, в других, как он реально там продается, сколько продается и так далее. То есть все такие насущные, интересные вопросы. Поэтому смотрим либо эту серию, те, кто интересуется историей, либо закрываем и ждем вторую серию, которая выйдет у нас буквально через несколько дней. Для начала факты кратко. Motul никогда не занимался и не занимается нефтедобычей сейчас и не производит свои базовые масла. Все базовые масла и присадки Motul покупает у нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний полного цикла. У Motul есть одно свое производство во Франции и два завода, которые расположены во Вьетнаме и в Италии, которые на постоянной основе производят масла Motul. Мы сами занимаемся брендом Motul уже около 10 лет, наверное, даже ближе к 12, работаем только с официальными представителями. За все то время, что мы торгуем брендом Motul, не было ни одного нарекания на этот продукт. Ни одного вообще за все время не было нарекания или рекламации какой-то по продукту. Когда я готовил это видео, я пообщался со своими друзьями, знакомыми, которые имеют отношение к Motul. Кто-то на станции только занимается чисто Motul, кто-то в магазинах делает упор на линейку Motul. Есть такие у меня знакомые, друзья. Так вот, я пообщался с ними и от них также не услышал никакого негатива абсолютно по бренду Motul. Сейчас я говорю, конечно же, естественно, только про оригинальную продукцию Motul. О подделке мы поговорим с вами во второй серии. Итак, откуда появился бренд Motul и что не так с его историей? Этой теме, этому вступлению, вернее, я хотел посвятить ровно 1 минуту, просто пересказать вам данные из Википедии и на этом закончить, продолжить рассказывать дальше интересные факты про бренд. Но я столкнулся с одним вопросом, который поставил меня в тупик. Он меня реально поставил в тупик. И этому вопросу будет посвящена вся наша первая серия. Все официальные сайты Motul. Все форумы, которые посвящены Motul, Википедия рассказывают одну и ту же историю, 1000 раз уже перекопипащенную, что бренд Motul был создан в 1853 году компанией Swan Finch в США. Компания Swan Finch в 1932 году начала экспансию в европейские страны, экспортировать продукцию свою начала, в том числе и во Францию. А в 1953 году компания Swan Finch продает все права, патенты, технологии компании Suprapen, семья ЗОК французская, и уже начинается производство Motul во Франции. Тут такие интересные фигуранты у нас в этом вопросе. Swan Finch компания, прародительница Motul, по данным из Википедии и с официальных источников, с официальных сайтов. Она переводит достаточно смешно, дословно это Swan Finch, это лебедь и зяблик. Ну, в общем, в принципе, смешного ничего особо нет, потому что у нас есть тоже фамилии Лебедев и Зябликов. У меня вот одноклассники есть там Лебедевы, Зябликов только нету. Вот, поэтому лебедь и зяблик, скорее всего, это все-таки от фамилии тех людей, которые были учредителями компании Swan Finch, потому что этой информации я, к сожалению, не нашел в интернете, потому что, ну, реально это очень старинные данные, и просто, к сожалению, их нет в свободном доступе. Но Motul – это чисто французское название. Оно состоит из двух составных французских слов. Это мот – двигатель и люль – масло, соответственно, моторное масло. Ни один американец в здравом уме, тем более в 1853 году, не назовет бренд по-французски для того, чтобы продавать его в США. Но это по меньшей мере очень странно, если будешь продавать бренд США с французским наименованием. Да, понятно, естественно, что США это сборная солянки из переселенцев, там кого только нет, в том числе и переселенцы из Франции, естественно. Но, тем не менее, как бы продавать продукт с наименованием французским в США в те годы было очень сложно и, мне кажется, абсолютно бессмысленно. Поэтому здесь что-то не так. Мне стало интересно разобраться в этой ситуации. Я стал перелопачивать материалы, газетные вырезки, статьи, которые сохранились в архивах того времени.
Это заняло просто огромное количество времени. Я просто уже вошел в азарт и не мог остановиться, потому что мне самому стало интересно это выяснить. Приготовьтесь, сейчас все будет очень сложно. Все исторические документы в свободном доступе, которые связаны с Матюль, датируются с начала 1953 года. Архивные фотографии, вырезки из газет, реклама и так далее, все датируется с 1953 года и дальше, то есть в ту эпоху Матюль, когда он уже был локализован во Франции. Статей, фотографий и чего-либо еще, которые датированы были бы раньше, посвящены Матюль, американской его истории, я не нашел вообще. Все статьи, которые вы можете найти в свободном доступе в интернете, Википедия, все сайты, перепущенные статьи и так далее, все были написаны в современное наше время. Это меня очень сильно насторожило, естественно, потому что выглядело все не очень хорошо. Я подумал, ну неужели такое может быть, да? Неужели компания с таким громким мировым именем Матюль просто-напросто придумала свою историю, просто связала ее с существующими в реальности американскими компаниями Standard Oil, Swan Finch и просто все это придумала. Естественно, конечно же, я сразу позвонил в представительство Матюль в нашем регионе. В нашем регионе никто ничего не знает, они мне вообще ни о чем не ответили, никто про это не в курсе. После этого я, конечно же, позвонил в представительство в Центральное. Матюль по телефону очень долго пытался я связаться хоть с кем-то, кто мог меня просветить по этой теме. Мне все обещали перезвонить, но так никто и не перезвонил. Я написал по предложенным, вернее, представительством телефона в пиар-отдел. Мне тоже никто не ответил. Я очень подробно их попросил рассказать про эту историю, никто не отписался. Я написал форму быстрого ответа, форму, вернее, запроса, вернее, на сайте на официальном Матюля. Та же самая история, абсолютное молчание, никто мне ни о чем не ответил. Поэтому пришлось разбираться во всем этом самому. В общем, компания «Лебедь и зяблик» реально существовала в США. По словам заинтересованных источников, она была основана в 1853 году. Я лично первое упоминание об этой компании нашел в судебных исках США. Это был, значит, судебный иск Swan Finch против США, гражданское производство. Оно было датировано в 1903 году. Там была суть в том, что, значит, компании, которые производят смазочный материал на территории США и используют при этом импортное сырье, получают потом пошлины, которые они оплачивают в качестве возмещения. А компания Swan Finch экспортировала сырье и везла его на кораблях на экспорт. И претензия была в следующем, чтобы США возместила им пошлины и за те продукты, смазочные материалы, которые они использовали на кораблях для работы двигателей кораблей, когда везли эти материалы на экспорт. А США не хотела за это платить, потому что считала, что это, это производственные затраты, которые они потратили при перевозке, то есть это не хотели возмещать пошлины. В этом причина была суда. В общем, там фигурировали даты 1895-97 год. И компания Swan Finch характеризовалась там как компания, которая занимается производством, бизнесом в качестве импортера, производителя и экспортера масел в Нью-Йорке и других местах Соединенных Штатов. Понятно, да, что это была достаточно крупная структура и строилась не один год, и может быть даже десятилетия. Так что 1853 год, дата создания для меня уже не казались после прочтения этого документа такими же фантастическими. Каким боком к «Лебедю и зяблику», к Swan Finch, относился великий и могучий Рокфеллер со своим Standard Oil? Standard Oil – это очень интересная компания, о которой я обязательно сделаю отдельный материал, отдельное видео, потому что из Standard Oil вышли такие мастодонты современного нефтебизнеса, как Pennzoil, Texaco, BP Amoco, ExxonMobil и многие другие. В 1872 году Рокфеллер создал Национальную ассоциацию нефтепереработчиков США, по сути заводов. Он подмял под себя практически все заводы штатовские. На тот момент это было около 80% всех абсолютно нефтеперерабатывающих заводов Соединенных Штатов Америки. К 1981 году, по-моему, там около 40 было, они создали Standard Oil Trust, состоящий из 40 различных структур,
которые относились к нефтебизнесу. В том числе одной из этих структур и была Лебедь Изявлик, Swan Finch. Вот она потеряла свою автономность, ее подмял под себя, как и многие другие структуры, Рокфеллер со своим Стандарт Оилом. И некоторое время Рокфеллер, соответственно, через своих управляющих руководил компанией Swan Finch. То есть это достаточно было опосредованное влияние, то есть как бы Swan Finch, она продолжала делать свой бизнес, но тем не менее она входила вот в этот альянс, траст. Рокфеллер, конечно, заигрался со своей властью, и всем это стало уже невыгодно и опасно, поэтому Министерство юстиции США решило со всем этим покончить. Они создали специальную федеральную комиссию в 1914 году, и также в это же время примерно инициировали суд над Рокфеллером, который очень долго шел и тяжело. В итоге Стандарт Ойл был разделен на 34 независимые компании. И Swan Finch, Лебедь и Зяблик, вновь обрели свободу после стольких лет подчинения Стандарт Ойл Company. То есть Стандарт Ойл Company, компания, которая принадлежала Рокфеллеру, и Swan Finch действительно были некоторое время вместе. Вернее, Swan Finch подчинялась тресту Стандарт Ойл. Есть такой интересный полезный ресурс, он называется Trademark Justy, на нем публикуются все интересные полезные факты про бренды, про торговые знаки. Я там абсолютно случайно туда забрел, нашел информацию про Матюль исчерпывающую абсолютно, там и Swan Finch, и 1853 год, там все подряд было, все, что мне нужно. Но как я был разочарован, когда понял, что, опять же, материал датирован 2016 годом, обновлен. Не знаю, как там это работает, но вот дата последнего обновления стояла 2016 год. Ничего у него в голове не складывалось, я не мог никак сложить этот пазл воедино. Матюль, США, Swan Finch, но не было документов, не мог я ничего найти, кроме статей на сайте Матюль. Сижу я как-то на eBay, на сайте eBay, и просматриваю раритетные винтажные канистры Матюль, которые я пытался найти в США, для того, чтобы понять, что они продаются там, и масло, которое коллекционеры, пустые банки продают в США, матюлевские, оно там есть. Так вот, сижу я, смотрю, значит, на eBay эти американские банки. Я абсолютно случайно вижу раритетные рекламные буклеты Swan Finch. Не знаю, как они там оказались, потому что я смотрел именно тару. Сначала вот этот, с рекламой iRule, от 1917 года датированный. Затем вот этот, также 2017 года, с рекламой iRule, Маринул и ура, наконец-то, Матюль. Это, кстати, рекламный буклет, продается 26 баксов в США одним из коллекционеров антиквариата. До сих пор он там висит, можете его сами посмотреть и даже при желании купить, только перевозка дорого стоит. Потом я нашел еще один буклет, он датирован 1918 годом, находится в другом источнике совершенно, в котором мы видим все бренды Swan Finch, которые они предлагали на рынке в то время. 1918 год, напомню. Это значит у нас по порядку давайте. Корул, iRule, Asbestens, Талеса, Везувис, Рокрул, Экстес, Текстул, Маринул, Матюль, наконец-то, Эврика, Греозес и Куперс. Это, конечно, не только масла, но и смазки там разные, и бытовая, промышленная химия. Конечно же, я скажу вам правду, признаюсь себе и вам, что я оказался в этой истории неправ. Та теория заговора, которую я сам себе придумал, оказалась не более чем теорией. Не думаю, что маркетологов Матюль хватило бы ума на столь изощренное искажение фактов и потасовку там историческую. Потому что эти рекламные буклеты, эти данные, они фигурируют в нескольких источниках, которые я позже обнаружил уже косвенно. Потому что сделать это вот так вот прямо и найти через интернет, через поиск нельзя. Это надо делать очень сложным путем, обходным. Поэтому я эти источники нашел еще и в других абсолютно местах. Поэтому можно сказать с уверенностью 99%, что эти рекламные буклеты подлинные, настоящие. И их можно даже сейчас купить у коллекционеров в Америке. То есть компания Swan Finch действительно торговала моторными маслами в США. И действительно в ассортименте этой компании, по крайней мере, с 1917 года присутствовал бренд Матюль.
Более раннего упоминания про бренд Матюль и все, что связано с брендами другими, Аэрол и так далее, до 1917 года я не обнаружил ни в одном другом источнике. Только начиная с 1917 года. Итак, самую главную тайну для себя и для вас я уже раскрыл. Но я все-таки продолжал искать, и через 2 дня абсолютно случайно, тоже обходными путями, я наткнулся на одну очень интересную книгу. Она есть в свободном доступе, в формате PDF ее можно скачать, на английском языке, конечно. Она называется «Официальная газета Патентного бюро США». Сейчас вы видите перед собой. Выпускал ее Департамент торговли США. Книга датирована 1953 годом. В ней огромное количество страниц, 1712, по-моему, страниц. И, по сути, это книга с данными о заверенных патентах на тот или иной бренд за очень долгий промежуток времени, начиная с 1900-х годов. Так вот, на странице 612 есть очень интересная для нас запись. Заявитель требует подтверждения права на торговую марку Матюль и получает регистрационные номера патентов американских. Торговая палата США это 120-791 и 262-472. Патент и торговый знак зарегистрированы 1 октября 1917 года. Запомнили, да? Это официальный вестник Департамента торговли США и единственное серьезное подтверждение существования и истории бренда Матюль США. В общем, ситуация и факты на самом деле таковы. Первое. В США действительно существовала компания Swan & Finch, и она была основана, по крайней мере, до 1890 года. Второе. В ассортименте компании Swan & Finch действительно существовал бренд Матюль, начиная с 1917 года. По крайней мере, все факты говорят об этом. Третье. Первое упоминание о бренде Матюль из рекламного буклета той эпохи датировано 1917 годом. Также это же подтверждает и официальный источник, изданный Департаментом торговли США в 1953 году. Патент на бренд и торговую марку Матюль получен 1 октября 1917 года. Четвертое. До 1917 года нет ни одного упоминания о бренде Матюль, который бы продавался в США и на территории других каких-то стран абсолютно. Нет ни одного упоминания. Если вы где-то найдете упоминания такие, обязательно пришлите мне. Я буду вам очень и очень сильно благодарен. Пятое. С 1917 года бренд Матюль официально продается на территории США, а с 1920 года официально экспортируется в другие страны, в том числе и во Францию. Кстати, это единственный факт, который полностью совпадает с теми данными, которые указаны на официальном сайте Матюль. В компании Swan & Finch однозначно были французы, может быть в руководстве, может быть учредителях, либо может быть бывшие переселенцы, либо иммигранты из Франции. Но название Матюль однозначно было связано с тем, что там были какие-то люди из Франции с этим связаны в любом случае, потому что американцы бы сами никогда не назвали бренд Матюль, естественно. Поэтому французские корни в этой компании присутствовали 100%. Шестое. С 1953 года дела у компании Swan & Finch США идут очень плохо, а к 1957 году она полностью сдувается. Деловые партнеры Swan & Finch, которые находятся во Франции, семья Зок и компания Супропен, понимают, что захеривать бренд, который приносит им деньги, по меньшей мере глупо, поэтому покупают у Swan & Finch технологии, патент и право на использование бренда Матюль. Во Франции начинают производство там. С этого года, с этих перемен начинается история реальная Матюль, которая уже во Франции развивается и прогрессирует. Седьмое. Начиная с 1917 года по 1957 год бренд Матюль в США был всего лишь одним из тысяч брендов подобных. Он был очень слабо развит, о нем вообще практически никто не знал, не покупал. После 1957 года и 1960 года, когда закрылся Swan & Finch, бренд Матюль вообще в США забыли, никто не вспоминал о нем, не знал. Ситуация изменилась только на начале, наверное, 80-х, 90-х годов нашего времени уже, когда маркетологи Матюль начали такую массовую экспансию масс-медиа и связи с спортом, с автомотоспортом, вернее. Больше даже это была не торговая экспансия, а именно
информационная экспансия в разные страны, в том числе и в США, и начали понемножку США чуть-чуть узнавать. Но он там никогда не был популярен. У меня скоро на канале выйдет видео, посвященное винтажным продуктам, которые в США выпускались как раз с 1900 по 70-60-х годы. И Матюля там вообще не было никогда, и никто о нем не знал. Там он там продавался час по чайной ложке. Поэтому, конечно, Матюль это не тот бренд, который в США там все знают и все любят и так далее. Это не Valvoline, там, например, не Mobil или не Shell. Это совсем не то. Ну вот, в общем-то, и все. Надеюсь, эта информация стала для вас интересной и в чем-то полезной. Во второй части у нас будет только конкретика, на каких заводах, в каких странах производится бренд Матюль, из чего его делают, как и так далее. Стоит ли бренд Матюль тех денег, которые за него просят? И бонусной частью будет то, как к бренду Матюль относится в Японии. Вы все прекрасно знаете, что я про Японию очень много вам рассказывал. Я сам очень сильно фанатею этой страны и очень много ей интересуюсь. Поэтому будет бонусная часть, посвящена именно Матюлю и Японии. Все, информацию от вас ответную жду. Если у кого-то есть дополнение, информация по этой теме, обязательно скидывайте. Особо будут приветствоваться какие-то исторические документы, может быть, ссылки и так далее. Жду информацию в комментариях к этому видео. Огромная человеческая просьба. Пожалуйста, не надо копипастить информацию и скидывать комментарии с официальных источников, которые посвящены бренду Матюль. Если я увижу в комментарии скопипащенный кусок информации, текста с официального источника от бренда Матюль, официального сайта, вот ей-богу, я этого человека забаню. Пишите только, присылайте только те вещи, которые реально помогут нам дополнить эту историю, которые реально полезны, редкие, которые тяжело найти в свободном доступе. Если у вас они есть, обязательно скидывайте ссылочки. Я буду рад любой информации от вас. На этом все. С вами был Антон Воронков, вы на канале Magic.ru. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики и ждите вторую серию по Матюль. Всем пока!